Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я хочу поделиться с вами очень полезной информацией. Я буду выпекать вот такой идеально ровный корж из очень простых продуктов. Этот корж впоследствии может использоваться как нижний корж в любом торте, муссовом торте, каком-то многослойном торте, либо же домашнем каком-то тортике. Все это покажу, расскажу в данном видео. И буду выпекать также в разных формах. Вот в такой форме с дном. Также покажу, как в формах без дна он выпекается. Всегда идеально ровный. На вкус как шифоновый бисквит этот корж. Корж у меня сейчас 24 сантиметра диаметром. 2 яйца среднего размера, комнатной обязательной температуры. 50 грамм весом каждый, без скорлупы. Щепотка соли, пакетик ванильного сахара, 100 грамм обычного сахара. И все это сейчас повзбиваю минуты 2 миксером. Не больше. Больше смысла нет взбивать. Я иногда этот корж замешиваю просто венчиком. То есть взбивание здесь не столь необходимо. Вот такая масса у меня получилась. Она побелеет, но не до особой пышности. Также я туда вливаю 50 грамм миллилитров молока комнатной тоже температуры и 50 грамм подсолнечного масла без запаха. Любого растительного можете брать. И просто все это перемешиваю. Ни в коем случае больше ничего не взбиваю. Духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия. Корж печется очень быстро. Также 125 грамм муки и 6 грамм разрыхлителя. Это 2 чайных ложки без горки. Все это просеиваю и просто пробью венчиками. И все, тесто готово. Смешали просто до однородности. Лопаткой я здесь ничего не перемешиваю, нет смысла в этом. Тесто получается такой достаточно жидкая. Форма 24 сантиметра здесь у меня. Выливаю. Ничем я не смазываю форму. Просто застилаю бумагой для выпечки. Выпекаться этот корж может от 15 до 20 минут. В зависимости, до какой стадии подрумянивания вы его хотите довести. И как работает ваша духовка. Немного постучу, чтобы лишние пузыри вышли. Корж печется очень быстро, вы даже не заметите. Его сразу можно использовать в работу. У меня прошло около 20 минут. Корж у меня хорошо подрумянился. Я его проверила уже палочкой деревянной. Абсолютно сухая и чистая она у нас выходит. Как только могу дотрагиваться до формы, освобождаю корж от формы. И переворачиваю на решетку, чтобы и дно коржа хорошо остыло. И сразу же я его беру в работу, этот корж, то есть ни в коем случае ничего здесь не жду. Получается он идеально ровным. И это же количество яиц, то есть на 2 яйца это количество теста вы можете использовать и на 26 сантиметров форму. Просто здесь я имела такую начинку в этом торте, очень тяжелую пудинговую начинку. Я в конце видео вам покажу разрез этого торта. И я взяла немножко, чтобы у меня пошире была нижняя прослойка. Дно получается идеально ровным также. И вот сейчас, как я вам обещала, покажу в 2 разъемных формах без дна, 2 кольцах кондитерских. Также вливаю, распределяю по формам. Рецепт тот же на 2 яйца. Кольца у меня по 20 сантиметров выставлены у них. Ширина сейчас. Здесь у меня прошло 15 минут, потому что ниже получаются коржики и быстрее все это выпекается. Естественно, в кольцах в разъемных более еще ровным получается этот корж. Палочка выходит сухая и чистая. Ножом отделяем, как только могу дотрагиваться, сразу отделяю его от формы и вынимаю. Коржи эти очень многофункциональные. Вы можете их использовать, как я уже сказала, в муссовых тортах. Вы можете использовать в пудинговых таких тортах. Я вам покажу в конце видео. Также в домашних тортах, которые очень быстро делаются. И чем он хорош, что вы сразу можете его использовать. Он не требует ни в коем случае ни пропитки, этот корж. Он на вкус как очень вкусный, богатый шифоновый бисквит получается. Вот второй корж, немножко он у меня пошире получился. Я его буду использовать для дна торта. В последующих видео с этими 2 коржами я буду собирать торт фризье. Покажу, как делается этот торт.
Смотрите, какой плоский получается ровный идеальный корж. 15 минут всего выпекания. Вы также можете это целиковым бисквитом выпечь, естественно, но там нужно будет немножко подождать, чтобы он остыл, и нарезать его желательно кондитерской струной. Хранится в холодильнике обязательно в пищевой пленке пару дней, либо же в морозилке до месяца. Можно один на один вот так вот складывать, сколько я их уже хранила, ничего с ними не происходит. И как я обещала, я вам показываю, как этот корж ведет себя в работе. Вот такой у меня тортик пудинговый, я его делала для своего второго канала с домашней выпечкой. Вес на самом корже сейчас более 1,5 килограмм. И смотрите, как хорошо себя ведет корж. Сейчас я говорю только про корж. Кому интересен будет рецепт данного торта, вы можете пройти по ссылке в описании к данному видео на мой второй канал, именно на это видео, и посмотреть подробный рецепт. Посмотрите, как надламывается корж, разрезается идеально и буквально тает во рту. И держит на себе, несмотря ни на что, вот такой огромный вес. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов. До встречи в новых видео.